Готовлю домашний майонез на вареных яйцах. Делается легче, чем на сыром яйце. А еще он безопасный. Отварные яйца у меня крупные, около 70 грамм каждая. Укладываю сразу в пол-литровую банку. Добавляю половину чайной ложки соли, 1/3 чайной ложки черного молотого перца и 1/3 чайной ложки любой горчицы. Можно еще добавить 1/3 чайной ложки сахара, но я не люблю. И наливаю любое любимое растительное масло без запаха. У меня кукурузное. А еще 2 столовые ложки кипяченой воды комнатной температуры и 1 столовую ложку 6% винного уксуса. У меня белый. Также можно использовать и 9% столовый уксус. Погружной блендер опускаю в банку с яйцами и начинаю взбивать, не торопясь, на средних оборотах. А вы на канале готовим с вами вместе. Растительного масла я налила миллилитров 70-80. А если будет недостаточно, то всегда можно добавить и растительное масло, и воду. Во время приготовления я пробую майонез. И если чего-то недостает на мой вкус, я тоже добавляю и просто потом перемешиваю. Видео я не ускоряю, чтобы наглядно было видно, как происходит волшебство приготовления майонеза из вареных яиц. Сначала яйца просто измельчаются, но постепенно приобретают кремовую структуру. Пробую. По вкусу нормально, но яйца еще до конца не превратились в майонез. Как будто им не хватает жидкости раствориться. Поэтому еще добавляю растительного масла и столовую ложку воды. И продолжаю взбивать. Вместо уксуса можно добавлять в майонез и лимонный сок, как свежевыжатый, так и покупной. А количество аналогичное уксусу. Еще раз пробую. До сих пор чувствуются мелкие-мелкие крупинки яйца. Поэтому еще раз добавляю растительное масло и столовую ложку воды. И продолжаю взбивать. И только сейчас вареные яйца приобретают гладкую шелковистую структуру. Это прямо видно. Взбивая и перемешивая, довожу массу до идеальной гладкой структуры. А сейчас можно попробовать на вкус и добавить, чего не хватает: уксус, сахар, соль или молотый перец. Вот такой красивый и густой майонез получился. Всего на 3 крупных куриных вареных яйца я добавила около 140-150 мл растительного масла и 4 столовые ложки кипяченой воды комнатной температуры. Попробуйте приготовить. Если понравилось мое видео, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями и подписывайтесь. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!